1957 год. Хрущев своим авторитетом убеждает соратников поломать всю систему управления промышленностью, чтобы преодолеть ведомственность и бюрократизм. Побеждает антипартийную группу, которая выступала против такой резкой ломки, и становится единоличным руководителем партии и государства. Но теперь его политическая судьба зависит от того, сработает ли идея совнархозов или нет. С 1 июня 1957 года ликвидировалось 141 общесоюзное и союзно-республиканское хозяйственное министерство, в которых работало 56 тысяч человек. В виде государственных комитетов с урезанными полномочиями удалось сохраниться оборонным министерством. Реформа не коснулась Минсредмаша и министерств, отвечающих за линейную инфраструктуру, Министерство путей сообщения, дорожного хозяйства, связи, электростанций. Страна была поделена на 105 экономических районов, в каждом из которых образовывался свой совнархоз. Из-за того, что экономические районы первоначально соответствовали областям, что удовлетворяло областных партийных секретарей, нарезка оказалась крайне неравномерной. 5 крупнейших совнархозов давали свыше четверти всей промышленной продукции. Из-за спешки в проведении реформы положение о совнархозах было утверждено только 26 сентября, через 4 месяца после того, как совнархозы начали свою деятельность. При каждом совнархозе действовал общественный совещательный орган – научно-технический совет. Сам совнархоз состоял из функциональных и отраслевых отделов. Таким образом, каждый совнархоз повторял в миниатюре прежний Совет министров. Штат совнархоза составлял порядка 120-200 человек. В области планирования совнархозы получили права менять по согласованию с заказчиками планы производства. Причем совнархозы должны были уведомлять республиканские госпланы об этом только постфактум. В новой системе резко возрастала роль республиканских госпланов, к чему они по большей части не были готовы. Планирование теперь шло снизу, а республиканские госпланы должны были гармонизировать планы совнархозов. Но как это сделать, если совнархоз может менять планы, даже не сообщая об этом? Уже 19 ноября 1957 года, через полгода после начала реформы, Совмин РСФСР был вынужден издать постановление с запретом совнархозам снимать с производства товары широкого потребления, предусмотренные народнохозяйственным планом, без согласования с Министерством торговли и без информирования Госплана РСФСР. Само появление такого запрета свидетельствует, что совнархозы занимались подобным довольно активно. В конце мая 1958 года председатель Госплана РСФСР Новиков жаловался в Совмин, что 10 из 67 российских совнархозов до сих пор не представили в Госплан планы капитального строительства на 1958 год. То есть Госплан РСФСР просто не знает, что строится в республике. Больным оставался вопрос о материально-техническом снабжении. До реформы в государственном плане фонды распределялись по министерствам только в укрупненной номенклатуре. Например, такому-то министерству разрешено использовать столько-то тонн проката. Какой это прокат? Какому заводу он предназначен? И главное, у какого поставщика его заказать? Это конкретизировали уже главсбыты министерств. С ликвидацией министерств все главсбыты передали республиканским госпланам. Теперь госпланы республик вместо стратегических вопросов должны были искать, где какие гайки какому заводу можно заказать. Сложности со снабжением поощряли совнархозы создавать на своей территории замкнутые самодостаточные хозяйства. Уникальность совнархозной реформы в том, что ее плюсы и минусы были понятны еще до ее начала. О них говорил Хрущев, о них писала центральная пресса. Вопрос был в том, чего окажется больше – плюсов или минусов. Совнархозы действительно оптимизировали хозяйство внутри экономических районов и действительно проявили местнические тенденции. Сперва необходимо отметить
Плюсы реформы. Более комплексное развитие экономических районов. Экономия от масштаба, объединение и укрупнение предприятий. Экономия от специализации. Сокращение транспортных затрат. Расширение участия трудящихся в управлении. Более комплексное развитие экономических районов. Как правило, это развитие шло на основе сложившихся промышленных ядер экономических районов, вокруг которых достраивались производственные цепочки поставщиков и потребителей. В восточных районах местные руководители стремились создавать внутри совнархозов законченные комбинаты на базе имеющихся природных ресурсов. Ярким примером тут служит Ангаро-Енисейский комбинат, в котором согласованно строились гидроэлектростанции, алюминиевые и машиностроительные заводы. По инициативе Красноярского совнархоза были приняты решения о развитии Норильского комбината и так далее. Экономия от масштаба. За счет объединения и укрупнения улучшилось снабжение унифицированной продукцией – метизы, паковки, отливки и стройматериалами. В Ленинграде совнархоз создал на базе ряда заводов объединенное управление строительных материалов. Нашел возможность размещения строительных заказов на непрофильных предприятиях и в результате добился роста объемов ввода нового жилья. Московский совнархоз смог сконцентрировать производство насосов на 4 заводах вместо прежних 8. Свердловский совнархоз за счет более рациональной загрузки Среднеуральского механического завода нашел возможность увеличить производство качественных электродов в 3,5 раза. Правда, нагрузить заводы выпуском продукции для нужд экономического района удавалось не всегда. Помимо чисто оборонных предприятий, оставшихся в ведении сохраненных оборонных министерств, существовали их смежники, которых формально переподчинили совнархозам, но которые этому переподчинению сопротивлялись как могли. В Рязанской области карьер, сохранившийся за Министерством авиационной промышленности, отказывался обеспечивать своей продукцией Рязанский совнархоз. На сегодня наряды. Песчаный карьер 2 человека. Я! Да подождите вы! В Красноярском крае конфликт решился снятием с должности директора завода «Сибтяжмаш», который демонстративно игнорировал планы совнархоза по выпуску продукции, продолжая работать исключительно по заказам ВПК. Экономия от специализации. Специализация и кооперирование близко расположенных предприятий были одними из основных целей реформы. Во всех экономических районах создавались специализированные литейные цеха, цеха по производству пластмассовых отливок, метизов. К примеру, Пензенский совнархоз, начиная с 1957 года, детали из пластмасс изготавливал только на 2 заводах. При этом объем производства вырос почти в 1,5 раза, а себестоимость каждой тонны изделий была снижена более чем на 7 тысяч рублей. В Московском городском совнархозе в результате специализации литейного производства было ликвидировано 60 мелких нерентабельных литейных цехов. Себестоимость гаек на специализированных заводах была в 2-4 раза ниже, чем на неспециализированных. В целом, упрощение и удешевление производства типовой массовой местной продукции следует считать одним из основных достижений реформы. Сокращение транспортных затрат. Были ликвидированы некоторые наиболее нерациональные дальние перевозки. Повысился удельный вес внутрирайонных перевозок. Например, Владимирский завод стал получать стекло для фар не из Днепропетровска, а из Гуси-Хрустального, расположенного в той же области. Московский совнархоз создал в Подольске, Коломне и Мытищах районные базы снабжения. Материалы в эти города доставлялись железнодорожным транспортом, а на предприятие — автомобильным, что позволило уменьшить пробег автомашин, ликвидировать на предприятиях излишние запасы сырья и материалов. Средняя дальность железнодорожных перевозок в 1958 году снизилась на 10 километров. В первом полугодии 1959 года еще на 12 километров. Расширение участия трудящихся в управлении. Технико-экономические советы объединили широкие слои ученых, специалистов, рабочих, новаторов и передовиков, изобретателей и рационализаторов, руководителей партийных, советских, хозяйственных, профсоюзных, комсомольских организаций, которые
не состояв в штате Совнархоза, имели право рекомендовать Совнархозу решения в области развития производства, науки и технологии. В технико-экономических советах состояло обычно несколько сотен человек, то есть больше, чем в аппарате Совнархоза. Кроме того, в технико-экономических советах образовывались секции по отраслям, в которых участвовало еще больше человек. К примеру, в Риге членами совета было 95 человек, а в отраслях работало более 600. Технико-экономические советы разрабатывали планы механизации и автоматизации, внедрения новой техники, развития промышленности, правовые вопросы технического прогресса и так далее и тому подобное. Правда, из этого следовало, что пути технического прогресса в разных экономических районах могут разойтись. Достижения промышленности становились в прямую зависимость от инициативы местных общественников. Заседания секций технико-экономического совета, как правило, проходили прямо на предприятиях, либо же на заседания приглашались представители научно-технических обществ, что позволяло охватить максимально широкий круг желающих поучаствовать в работе Совнархоза. Среди основных недостатков реформы следует выделить местничество, ослабление директивности планов, распыление капитальных вложений, перерасход трудовых ресурсов и зарплаты, замедление технического прогресса и снижение себестоимости. Местничество. Планы поставок продукции предприятиям внутри Совнархоза перевыполнялись, а в другие совнархозы срывались. На республиканском уровне ситуация была такой же. Соседям поставки шли по остаточному принципу. Ведомственность превратилась в местничество почти мгновенно. В конце июля 1957 года, через 2 месяца после организации совнархозов, на коллегии Госплана СССР обсуждали отчет о командировке на Украину начальника отдела торфяной, угольной и сланцевой промышленности Засядько. Он писал: Имеются многочисленные факты невыполнения совнархозами обязательств по государственному плану поставок оборудования и материалов для других совнархозов вследствие нарушения плановой дисциплины в угоду местным интересам. В мае 1957 года Ждановский завод имени Ильича не отгрузил металлургам Ворошиловска около 7 тысяч тонн мартеновских слитков, которые были переадресованы на соседний Ждановский завод «Азовсталь». В результате этого имели место большие простои уникального блюминга завода имени Ворошилова. В то же время Ворошиловский завод в мае не догрузил Сталинскому металлургическому заводу 7800 тонн слябов, что поставило под угрозу работу этого крупного предприятия. Уже в сентябре 1957 года на страницах планового хозяйства обсуждалось, что Уралвагонзавод срывает поставки вагонных рам Алтайскому заводу, одновременно перевыполняя собственный план выпуска товарных вагонов. Таганрогский комбайновый завод не поставлял детали Красноярскому. Ивановские текстильщики оставили без пряжи Гомельскую и Витебскую трикотажные фабрики. В декабре 1957 года Хрущев на юбилейной сессии Верховного Совета УССР говорил, что важнейшая задача совнархозов – выполнение заказов других экономических районов. Но призыв не был услышан. По итогам 1957 года Днепропетровский совнархоз оставил в своем экономическом районе сверх плана десятки тысяч тонн чугуна и несколько тысяч тонн проката и листовой стали. В то же время этот совнархоз не додал большое количество металла Николаевскому судостроительному заводу и Московскому заводу «Пролетарский труд». Иркутский совнархоз в первом квартале 1958 года своим предприятием отгрузил древесины на 34% больше плана, а другим совнархозам на 24% меньше плана. Красноярский совнархоз своим предприятием отгрузил больше требуемого на 24%, а в другие совнархозы поставил древесины на 17% меньше. На уровне республик было все то же самое. РСФСР своим предприятиям план по поставкам древесины перевыполнила на 8,6%, а в другие республики поставила на 7,8% меньше положенного. Другие республики действовали симметрично. Украинская СССР в первом полугодии 1958 года план поставок проката своим предприятиям перевыполнила на 51 тысячу тонн,
а в другие республики не додала 11 тысяч тонн. То же самое происходило в другие годы и по другим видам продукции. В общем, люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех. 17 апреля 1958 года ЦК КПСС и Совмин СССР приняли постановление о мерах по улучшению организации материально-технического снабжения народного хозяйства СССР, которым требовалось в первую очередь поставлять продукцию в другие экономические районы и для общесоюзных нужд, независимо от выполнения планов производства этой продукции. Майский пленум ЦК КПСС 1958 года был целиком посвящен борьбе с местничеством. Совмин и ЦК начали пачками объявлять выговоры руководителям совнархозов за срыв поставок в другие районы. Однако проблема сохранялась. С 1959 года для борьбы с местничеством начинается обратная централизация материально-технического снабжения в Госплане СССР. Это немедленно приводит к валу заявок с мест, в которых Госплан тонет. Система снабжения оказалась зажата между двух зол. Если предприятия работают без вмешательства центра, то свой экономический район снабжается гораздо лучше соседей. А если ситуацию пытаются выправить централизацией, растут бюрократизм и бумажная переписка. Ослабление директивности планов. Совнархозы в ответ на ужесточение наказаний за нарушение планов усилили нажим снизу на республиканские госпланы, чтобы те согласовывали им изменения планов. Ведь если план поменяли официально, то это как бы уже и не нарушение. Только за 2 месяца 1959 года в Госплан РСФСР из совнархозов приехало 5000 человек командировочных, и каждый пробивал какие-то решения. Республиканский Госплан погружался в текущее руководство, не имея возможности сосредоточиться на экономическом планировании. В октябре 1959 года начальник ЦСУ Старовский подготовил аналитическую записку об итогах первых 2 лет реформы. При ее беглом прочтении складывается впечатление, что реформа феноменально успешна. Но при более вдумчивом прочтении становится ясно, что большинства показателей можно было достичь как более напряженной работой, так и более легкими планами и манипулированием ценами. В пользу гипотезы, что рост достигался легкими планами, которые было проще перевыполнить, свидетельствует доклад Полянского, подготовленный для смещения Хрущева. В нем для характеристики состояния экономики использовались данные Академии наук СССР, и прямо указывалось, что хоть по данным ЦСУ план роста производительности труда перевыполняется, фактически рост производительности труда замедлился. Планы перевыполняются, а рост замедляется. Перевыполнение планов вело к росту рентабельности предприятий и увеличению объемов прибыли. Если за 2 года до реформы план по прибыли был недовыполнен на 4 миллиарда рублей, то за 2 года реформы была получена сверхплановая прибыль в 14 миллиардов рублей. Прибыль растет, а рост замедляется. В своих тезисах о реформе в марте 1957 года Хрущев призывал сделать так, чтобы большинство затрат предприятия финансировали сами из своей прибыли, не обращаясь лишний раз в центральные плановые и финансовые органы. Но оказалось, что за свой счет предприятие строит не то, что намечено государственными планами. Распыление капитальных вложений. Право совнархозов перераспределять капитальные вложения оказалось разрушительным. Как правило, это приводило к тому, что средства с промышленных строек перенаправлялись на строительство жилья. Те 57 из 67 российских совнархозов, которые все-таки к концу мая 1958 года предоставили в Госплан РСФСР сведения о планах капитальных вложений, суммарно уменьшили вложения в тяжелую промышленность на 5,5% от намеченной суммы. Вроде немного, но это значит, что где-то недостроили завод, он не начал давать продукцию, ее потребители не смогли произвести свою продукцию и далее по цепочке. В 1958 году на майском пленуме Хрущев еще бодрился, считая подвижки капитальных вложений временными трудностями.
Он заявлял: некоторые люди могут сказать, они где были правы. Я убежден, что раньше, до реорганизации, растекалось гораздо больше средств, предназначенных на капитальное строительство. Мы должны продолжить работу, чтобы завершить перестройку управления промышленностью и строительством. Но постепенно настрой Хрущева становился все более мрачным. Совнархозы стабильно пытались выбить из республиканских госпланов больше средств, чем было необходимо. Читинский совнархоз в отчете о выполнении плана 1959 года просил выделить ему дополнительно 1 миллиард 300 миллионов рублей капиталовложений. Проверка, произведенная Госпланом РСФСР, выявила, что в действительности для достижения заявленных целей достаточно выделить дополнительно только 150 миллионов рублей капиталовложений, то есть почти в 10 раз меньше запрошенного. Совнархозы необоснованно требовали финансировать их стройки централизованно и одновременно осуществляли вложения за счет собственных средств, так называемые внеплановые капитальные вложения за счет нецентрализованных источников. Все бы ничего, только стройматериалов в стране больше не становилось, и начинаемые в инициативном порядке стройки совнархозов выполнялись из тех же материалов, которые прибывали на плановые стройки. В итоге стройматериалы заканчивались, и получался недострой и там, и там. В 1953 году внеплановые капиталовложения составляли всего 5% общей суммы капиталовложений. К 1959 году их доля выросла до 18%. В отдельных республиках, например, Молдавской, мимо плана шло больше половины капиталовложений. По данным за 1958 год, нецентрализованные капиталовложения преимущественно направлялись на развитие легкой пищевой промышленности, транспорта, связи, торговли и общественного питания. То есть именно тех отраслей, которыми советское планирование традиционно пренебрегало. За счет собственных средств совнархозов объем вложений в торговлю и общественное питание почти удвоился. В пищевую промышленность увеличился на 83%, в легкую на 45% против плана. Совнархозы строили не дворцы и яхты своим руководителям, а столовые и трикотажные фабрики, откликаясь на запрос снизу. Но эта благородная деятельность все равно ломала централизованные планы. Иркутский совнархоз в 1958 году инвестировал 86 миллионов рублей собственных средств в те объекты, которые считал нужным строить. И при этом недовыполнил государственный план строительно-монтажных работ на 26 миллионов рублей. Липецкий построил своих объектов на 48 миллионов рублей и недовыполнил государственный план строительства на 27 миллионов рублей. Ташкентский за свой счет построил на 46 миллионов рублей, а государственный план недовыполнил на 80 миллионов рублей. И так далее. Перерасход трудовых ресурсов и зарплаты. Кроме того, децентрализация управления в условиях неполного хозрасчета или, по Карнаи, мягких бюджетных ограничений стала приводить к перерасходу зарплаты и, как следствие, излишнему давлению на потребительский рынок. В первом полугодии 1959 года на предприятиях совнархозов, допустивших увеличение численности рабочих, трудилось на 200 тысяч человек больше, чем было предусмотрено планами. Перерасход зарплаты составил более 200 миллионов рублей. Если вспомнить, что совнархозы в ряде случаев самовольно прекращали выпуск товаров ширпотреба, то очевидно, что такая практика вела к росту дефицитов, хотя в целом по стране балансы сходились. Замедление технического прогресса и темпа снижения себестоимости. Без ценового пресса замедлилось внедрение изобретений. Не имея постоянно ужесточающихся, спущенных сверху заданий по экономии, предприятия резко снизили скорость внедрения рационализаторских предложений. К примеру, из 287 новых видов машин, предусмотренных по плану на первое полугодие 1959 года, было внедрено 158 видов. Недовыполнен план по 89 наименованиям и совершенно не начато производство 40 новых видов промышленной продукции. 30 мая 1958 года Совет министров СССР издал постановление о порядке установления цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию и тарифах на перевозки и услуги.
Расширилась номенклатура промышленной продукции, на которую оптовые цены утверждались региональными и местными хозяйственными органами самостоятельно. Если отраслевая система критиковалась за то, что одинаковая продукция на заводах разных министерств могла иметь разную цену, то теперь разную цену имела однотипная продукция, произведенная в разных экономических районах. Например, трактор ДТ-54 в 1958 году в Харьковском совнархозе стоил 14,1 тысячу рублей, в Сталинградском 14,6 тысяч рублей, а в Алтайском вообще 16,9 тысяч рублей. Хуже того, цены рекомендовали устанавливать по методу издержки плюс. Теперь, чем выше была себестоимость изделия, тем больше был абсолютный размер наценки, прибыли предприятия. Завышать себестоимость стало выгодно. В таблице показана динамика стоимости отдельных видов продукции в 50-е годы. Снижение себестоимости по всем приведенным видам продукции, кроме нефти, во второй половине 50-х годов резко замедлилось, а уголь и сахар даже начали дорожать. Такая вольница продлилась всего 3 года. Уже в середине 1959 года начинается обратное движение к централизации, поначалу в виде идей. В июле 1959 года председатель Совмина РСФСР Полянский, тот самый, который потом будет готовить записку для снятия Хрущева, направил последнему свои соображения, в которых заявил, что ни республиканский Совмин, ни республиканский Госплан не справляются с валом мелких запросов с мест, посвященных текущей деятельности совнархозов. Он просил создать специальный комитет по координации и оперативному управлению совнархозами, который взял бы на себя рассмотрение всех управленческих проблем, которые совнархозы не могли или не хотели решать самостоятельно. Тогда предложение Полянского отклонили, как противоречащее духу реформы. Но через год, в июне 60-го, оно было реализовано. Были созданы Всероссийский, Украинский и Казахский общереспубликанские совнархозы. Их задачами была координация работы совнархозов республик. Республиканские совнархозы должны были разгрузить республиканские госпланы от решения оперативных вопросов. В 1960 году учреждается Бюро цен при Совмине РСФСР. На республиканском уровне принимаются меры по унификации ценообразования, чтобы вернуть ситуацию с ценами в норму. Постановлением от 26 апреля 1961 года над совнархозами создавалась еще одна структура. Наряду с административными экономическими районами, каждым из которых управлял свой совнархоз, создавалось 17 крупных экономических районов, каждый из которых объединял несколько обычных районов. В крупных экономических районах создавались советы по координации и планированию работы совнархозов. Советы по координации не имели административной власти. По своим функциям это должна была быть договорная площадка для согласования интересов, аналог технико-экономических советов при обычных совнархозах. Создание советов по координации было промежуточным шагом на пути укрупнения совнархозов. К концу 1961 года управленческая вертикаль выглядела так. В 1961 году очередное постановление Совета министров СССР и ЦК КПСС обязало Госплан усилить контроль за расходованием материально-технических средств союзных республик и совнархозов. Госплану предписывалось расширять номенклатуру централизованно распределяемой продукции. Срывы поставок, однако, не прекращались. В конце 1961 года Совмин РСФСР был вынужден принимать специальное постановление, чтобы помочь Красноярскому совнархозу получить от других совнархозов необходимое оборудование. Потребность во вмешательстве центра во взаимоотношения совнархозов убивала саму идею реформы. Децентрализации не получилось. Каждый новый орган, надстройка, увеличивал объем бумажной переписки. К примеру, отдел товаров народного потребления Всероссийского совнархоза запрашивал у обычных совнархозов данные о производстве самой разной продукции, от керосинок до игрушек. Кроме того, республиканские совнархозы стремились общаться напрямую с предприятиями, минуя совнархозы административных районов. Последние жаловались на такую практику в правительство, чувствуя себя лишним звеном управления, которым они все больше становились.
В 1962 году Хрущев делает последнюю попытку спасти реформу за счет усиления вмешательства партийных органов в руководство хозяйством. В партии восстанавливаются ликвидированные с началом реформы отраслевые отделы. В ноябре 1962 года на очередном пленуме по предложению Хрущева партийные организации были разделены на промышленные и сельские. Хрущев разъяснял, что хочет, чтобы часть партийцев сосредоточилась только на работе промышленности, не отвлекаясь на сельское хозяйство. Тот же пленум повысил роль государственных комитетов по отраслям промышленности Совмина СССР в проведении единой технической политики. Напомню, что госкомитеты — это недоликвидированные в 1957 году министерства. Теперь они отвечали за внедрение новой техники в народное хозяйство, для чего им передали ведущие НИИ и конструкторские бюро заводов и выделили деньги на исследование и внедрение новой техники. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 ноября 1962 года Госэкономсовет СССР преобразовывался в Госплан СССР, продолжая отвечать за перспективное планирование. Тем же указом создавался Совет народного хозяйства СССР в целом, отвечающий за текущее планирование, то есть исполняющий функции прежнего Госплана. Если вы запутались, то я вас понимаю. Отраслевые госкомитеты Совмина переподчинялись Госплану СССР, а их члены включались в состав Совнархоза СССР, то есть могли участвовать и в текущем, и в перспективном планировании. Кроме того, госкомитеты получили право организовывать мелкосерийное производство, а их указания в области технической политики были обязательными для всех предприятий и учреждений. В 1957 году таких госкомитетов было 6, в 1962 уже 12, в 1963 20, на начало 1965 года 29. Усиление отраслевых госкомитетов было подготовкой к полноценному восстановлению отраслевых министерств. В декабре 1962 года начинается укрупнение экономических районов и управляющих ими совнархозов. Прежние 105 экономических районов объединяются в 47. Мотив тот же – уменьшить число административных единиц, чтобы было проще ими управлять, чтобы частично решить проблему местничества. В стране получился косплей феодальной раздробленности времен Средневековья. Как тогда крупные княжества захватывали мелкие, пока не получилось единое государство, так и сейчас совнархозы укрупнялись, пожирая менее успешных соседей. 14 марта 1963 года указом Президиума Верховного Совета СССР образовывался Высший Совет народного хозяйства СССР, как высший государственный орган по руководству промышленностью и строительством в стране. ВСНХ СССР был подотчетен только Совмину СССР и мог издавать постановления и распоряжения, обязательные для исполнения всеми государственными органами, независимо от их подчиненности. Теперь ВСНХ СССР был высшим хозяйственным органом. СНХ СССР отвечал за текущее планирование в масштабе всей страны. Республиканские совнархозы и республиканские совмины за увязку планов своих совнархозов, а укрупненные совнархозы экономических районов под присмотром вышестоящих органов продолжали управлять промышленностью. После реорганизации 1962-1963 годов на Совмине разбирались только вопросы, которые выходили за рамки утвержденного плана и бюджета. Помимо усилий по наведению мостов между экономическими районами, предпринимались бюрократические усилия, чтобы заставить дружить совнархозы с другими хозяйственными органами внутри района. В мае 1963 года во всех экономических районах были созданы плановые комиссии, в которые входили руководители совнархозов, исполкомов, крупных предприятий и научно-исследовательских организаций. Председатели этих комиссий вошли в состав Советов по координации развития народного хозяйства. Теперь управленческая вертикаль выглядела так: Совет министров СССР, ВСНХ СССР, СНХ СССР, Совет министров Союзной Республики, Республиканский совнархоз, Совнархоз экономического района, Трест, комбинат, предприятие. В результате всех этих мероприятий численность управленческого аппарата, снизившаяся в первые годы реформы, вновь стала расти, и за 60-е и 64-е годы увеличилась более чем на 500 000 человек.
Была восстановлена иерархическая система управления хозяйством, отход от которой являлся целью совнархозной реформы. Сделав полный круг, система управления восстановилась почти в том же виде, в котором существовала до реформы. В октябре 1964 года Хрущев был отправлен в отставку, а уже в марте 1965 начался возврат предприятий от совнархозов к министерствам. Официально полный возврат к отраслевой системе управления был провозглашен на сентябрьском пленуме 1965 года, одновременно с Косыгинской реформой. Ликвидационные комитеты завершили свою работу в первом квартале 1966 года. Так закончилась попытка приблизить управление к трудящимся и ликвидировать отраслевые барьеры. Эксперимент дорого обошелся экономике СССР. Под совнархозную реформу отменили 6-ю пятилетку и вместо нее приняли 7-летку на 59-65 годы. Но уже в 60-м году 7-летку пришлось корректировать. В народном хозяйстве драматически нарастал дисбаланс между закладываемыми стройками и производимым для них оборудованием, а также доходами населения и их товарным покрытием. Еще раз контрольные цифры 7-летки пришлось корректировать в 1962 году. Проблема распыления капитальных вложений приобрела хронический характер. Стройки начинались и не заканчивались, а значит, вложенные средства не давали вообще никакой отдачи. Миллионы рублей оказывались закопанными в землю, или, как тогда говорили, омертвлены в недострое. В 1963 году, по сравнению с 1958 годом, объем незавершенного строительства вырос на 53%. Не было введено 40% запланированных мощностей. А значит, машиностроительные заводы не давали предусмотренной планом продукции, которую ожидали смежники и дальше по цепочке. Основная проблема 7-летки вырисовывалась достаточно определенно. Передача прав в области планирования на уровень совнархозов в условиях сохранения частично централизованной системы материального снабжения привела к распылению капиталовложений и снижению фонда отдачи из-за недостроев. Передача прав в области ценообразования вызвала рост цен на инвестиционную продукцию и опять-таки проблемы с капиталовложениями. Независимость совнархозов в условиях отсутствия договорной дисциплины приводила к срыву взаимных поставок и, как следствие, недовыполнению планов. При этом уже принятые социальные мероприятия и перерасход зарплаты приводили к росту спроса на потребительском рынке, который было нечем удовлетворить, что вызывало понятное недовольство трудящихся. 7-летка оказалась провалена по всем основным показателям. До 1956 года включительно темпы прироста общественного продукта повышались, а затем наступил спад. За 7-летку среднегодовые темпы роста общественного продукта, национального дохода, производительности труда снизились в 2 раза. Правда, они все равно оставались выше, чем в современной России, но о задаче догнать и перегнать Америку пришлось забыть. Главное, что показала реформа: в Советском Союзе, несмотря на отсутствие частной собственности на средства производства, сохраняются групповые, корпоративные интересы, которые меняют только свою форму. Организуй промышленность по отраслевому принципу — будет ведомственность. Организуй по территориальному — будет местничество. Никакого способа поменять образ мыслей руководителей так, чтобы они думали о стране в целом, не возникло. Не помогло и привлечение трудящихся. Трудящиеся требовали жилья, магазинов, продуктов и товаров ширпотреба, не слишком беспокоясь о том, как подвижки капитальных вложений повлияют на экономику СССР в целом. Производство, будучи объективно связанным в единый народно-хозяйственный комплекс, тем не менее сохраняло черты товарности, то есть экономической обособленности производителей. Поэтому преодоление товарности является важнейшей задачей, без которой плановая экономика будет держаться только на диктате центра, и только до тех пор, пока этот диктат не ослабнет.